Язычок замка багажника имеет такой внешний вид. Стоит 45 гривен. Если менять замок целиком, то это будет стоить в 3 раза дороже. Но самая уязвимая часть у него это здесь. Корпус язычка выполнен из мягкого металла и постоянно стирается в этом месте. Возможно подтачивание слегка углошлифовальной машиной, но на моем язычке уже другая проблема. В прошлый раз мне помогло подгинание задней ляды внутрь. Ну вот я проехал 40 тысяч, и багажник снова начал открываться. Необходимо разобраться, как же его отремонтировать. Защелка моего замка уже стерлась почти полностью. Я раз ее подтачивал, и ее расстояние уменьшилась, ширина. Теперь постоянно она выпрыгивает из своего зацепления. Нижняя часть в порядке, не стерлась, поэтому ее менять не нужно. Для того, чтобы заменить язычок замка, необходимо взять ключик на 10 и снять замок из задней двери автомобиля. Затем плоской отверткой отгибаем внутренний язычок и выводим из зацепа тягу замка. И вот замок вынимается из задних дверей. Вот видно, что язычок стерся неравномерно. Еще кроме этого здесь видна маленькая трещинка, которая уменьшает жесткость защелки. Но в принципе пора менять сам язычок. Замок еще вполне пригодный. Теперь необходимо вынуть ось, которая крепит защелку к корпусу. Но так как уже защелка негодная, я с помощью углошлифовальной машины срежу и выбью защелку наружу. Это будет легче. Вот ось я распилил. Теперь можно легко снять саму защелку и вынуть пружинку с осью. С помощью небольшого гвоздика выбьем оставшийся кусочек оси, который не дает снять полностью защелку. Вот она вся рассыпалась и уже непригодна. Теперь необходимо расплинтовать этот сплинт и снять защелку с тяги, которая ее держит. Старайтесь тягу не проворачивать, потому что это регулировочная тяга. Если вы ее провернете, то поменяется настройка защелки крышки багажника. Теперь берем новую защелку и вставляем ее в ушко тяги. Делаем небольшую шайбочку на шпильку, так что было. И расплинтовываем. Я это делаю с помощью плоской отвертки. Теперь вынимаем ось новой защелки и ставим защелку на свое место в корпус замка. Пружинка должна ложиться маленьким своим выступом на корпус язычка, а большим на корпус замка. И заводим на место ось. Здесь есть такая маленькая зубчатая часть, которая должна зафиксировать ось в корпусе замка. Язычок стоит на своем месте. Проверим его подвижность, как он возвращается на свое место. Он тугой. Для облегчения движения язычка в своем корпусе смажем машинным маслом места соприкосновения его с корпусом. Буквально несколько капель с одной и с другой стороны. Вот замок готов, и можно ставить его на свое место. На тягу замка заводим такую фиксаторную пружину, которую я снял, чтобы не мешала. Коротким концом на саму тягу одеваем. Вставляем его на свое место и фиксируем тягу замка. И прикручиваем болты крепления замка к задней двери.
Сам замок на болтах двигается, и это позволяет хорошо отрегулировать защелку относительно ответной части. Я пока выставлю ровно, а потом подрегулирую. И после этого пробуем закрыть багажник. Если багажник закрывается неплотно или не закрывается, необходимо подрегулировать тягу замка. Снимаем пружину фиксации, отодвигаем ее. Снимаем тягу и крутим по часовой или противочасовой стрелке, чтобы рычаг защелки как раз совпадал с тягой при закрытой защелке. У меня все совпадает. Ставим на место и опять фиксируем с помощью пружины фиксации. После этого повторно закрываем багажник и пробуем крепость его закрытия. Старая защелка уже непригодна, полностью стерлась, ее можно выбросить, а пружину, которая на ней была, оставить на запас. И вот, защелка замка поменена, замок закрывается отлично, и можно продолжить проверку уже в дороге. Вы были на канале Деломастера Боится, смотрели видео о том, как заменить защелку замка автомобиля Славута Таврия Nova Dana, если багажник открывается в дороге. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.